Так, всем привет! Настало время записывать следующий видос, и время это пришло достаточно быстро, я даже сам не ожидал, что у меня появится мотивация на это так быстро. Так вот, этот видос будет посвящен так называемой отладке. Еще вы можете услышать другое определение, дебагинг, это одно и то же. Что же такое отладка? Отладка это по сути поэтапное, построчное выполнение вашей программы с целью, например, найти какую-то ошибку, если таковая имеется, или просто отследить некоторое значение, опять же проверить на корректность, ну и вообще в принципе отладка нужна для того, чтобы проследить корректность выполнения вашей программы. Это одна из фундаментальных вещей, без которой ни одна серьезная разработка вообще не обходится, и вам обязательно нужно пораньше об этом узнать, потому что дальше по ходу курса начнутся уже циклы, функции и всякие штуки, которые без отладки будет немножечко трудно разобрать. Так вот, давайте посмотрим, что из себя представляет отладка на живом примере. Да? Я написал такую очень простенькую программу, она по сути сильно похожа на то, что мы писали в предыдущем уроке, который был посвящен условному оператору ветвления if, и я думаю, что для вас тут никаких сюрпризов быть не должно. Вот. Для того, чтобы запустить именно программу в режиме отладки в Visual Studio, да, еще стоит обратить внимание, что до этого мы запускали программу комбинацией Ctrl+F5, и это был запуск без отладки. Теперь мы хотим запустить отладку. Делается это с помощью кнопки F5, я специально оставил только эти комментарии, да и к тому же я думаю, что предыдущие комментарии вам уже точно не нужны. Так вот, смотрите, чтобы начать просто по умолчанию как бы отладку, можно сразу нажать F5, у нас откроется окно терминала, в котором мы будем видеть весь наш вывод в консоль, да, в терминал. Да, я, наверное, специально немножечко сделаю поменьше окно Visual Studio, чтобы нам было более наглядно, что мы видим в терминале, да, вывод весь. Для того, чтобы начать отладку, вам нужно сначала поставить так называемую точку остановы. Также вы можете еще столкнуться с названием breakpoint, это одно и то же. И даже чаще, скорее всего, вы будете слышать именно второй вариант, английский. Для этого вам нужно просто навести курсор мыши либо на вот эту полоску серую. Вы, как только это сделаете, увидите соответствующую индикацию, такой серенький кружочек, который будет вам намекать на то, что вы можете с помощью левой кнопки мыши, нажатие на нее, поставить сюда точку остановы. Либо же это можно сделать с помощью кнопки F9. То есть либо LKM ставите, и также ее можно убрать. И кнопка F9 то же самое делает, также можно ее поставить, можно убрать. Давайте, например, поставим на пятую строку, то есть мы начнем нашу отладку прямо с пятой строки, как только запустим программу в режиме отладки. Опять же, делается с помощью клавиши F5, нажимаем. У нас появляются различные окна с мониторингом нашей системы, мы видим потребляемую память, загружаемые ЦП на сколько процентов, да, но вам это пока не особо надо, не вдавайтесь в подробности, заострите внимание скорее на вот этом окне, в котором у вас мониторятся все, отслеживаются значения ваших переменных, это очень удобная штука, но еще есть один момент, что переменные будут появляться в данном окне только по мере выполнения программы и по мере появления переменных в ней. То есть как только вы объявляете переменную и вы дошли до этой строчки, на которой объявляется переменная, то у вас появится здесь значение. Точнее даже не так, как только вы выполните строчку, то есть шагнете с нее, тогда у вас появится здесь значение. Так вот, далее про шаги, как нам собственно выполнять, да, программу. Для этого нужно нажимать, обычно это делается кнопкой, также можно воспользоваться GUI интерфейсом и нажимать опять же мышкой, далее вы кнопкой, но я предпочитаю пользоваться клавишей. Давайте пока не будем заострять внимание на всех деталях отладки, какие у нее есть опции. Вам достаточно будет просто обычного шага с обходом. Делается это опять же с помощью либо нажатия на вот эту кнопку на интерфейсе, либо с помощью клавиши F10. Нажимаем F10, видим, что у нас переместился курсор, который показывает состояние того, где мы находимся в отладке, да.
переместился на строку 7, потому что шестая строка пустая, а на пятой мы уже были, мы объявили переменную со значением 0. Далее происходит проверка условного выражения на равенство, на нашей переменной value равенство 5. В данный момент у нас значение 0, поэтому, соответственно, вспоминаем предыдущий урок, условное выражение высчитается как ложное, и вот этот блок не выполнится, выполнится альтернативный блок else. Нажимаем дальше на нашу кнопку, или, опять же, как хотите, можете в интерфейсе в GUI-шном нажать F10, да, и видим, что да, у нас пропустился этот блок кода, не выполнился, эта переменная не была объявлена, строка вот эта в терминал не отрисовалась, понятно, да, то есть мы перешли к выполнению блока кода под else. Далее, как только мы еще раз нажмем step, да, нажмем на нашу кнопку F10, у нас объявится еще одна переменная value 3 со своим значением 30, и по идее, если все нормально, мы должны будем ее увидеть здесь, в окне мониторинга, да, за переменными. Нажимаем F10, видим, что value 3 получила значение 30. То есть все правильно. Далее наше выполнение программы переходит на следующую строку, на которой находится вывод в консоль. То есть, по идее, опять же, если все так, как мы ожидаем, мы должны увидеть вывод в консоль, что значение не равно 5. Здесь под значением я имею в виду именно value, которое мы объявляли выше, вот это. Value is not equal 5 переводится с английского как то, что значение, наше value не равно 5. Это действительно так. И это нам демонстрирует блок else, потому что сюда мы попадем только лишь в том случае, когда действительно значение value не будет равно 5. Потому что если бы это было так, то наше условное выражение высчиталось бы в true и отработал бы верхний блок if, и тогда мы получили бы уже фразу, что value равно значению 5. Что ж, нажимаем еще раз кнопку F10 и действительно получаем ожидаемо в консоль именно этот вывод, что является дополнительным подтверждением того, что отрабатывает именно блок else. То есть, в принципе, понятно, то есть суть дебаггера на базовом уровне достаточно проста. Все, что вы делаете, вы построчно по одному выражению выполняете программу, и таким образом можете легко убедиться в корректности вашего кода, значений в этом коде, в прыжках, допустим, в условном ветвлении, правильно ли блок кода выполняется. А еще в качестве дополнительного бонуса, так сказать, к этому уроку, я хотел бы затронуть такую тему, как пользовательский ввод. Мы коснемся только базовых вещей, я не буду вдаваться в подробности обработки некорректного пользовательского ввода, а просто покажу вам простой инструмент, как можно вводить в консоль значения и сохранять их в переменную. Давайте до конца пройдем в дебаге. Завершим его. Вот, все. Можно нажмите клавишу, чтобы закрыть. Закрываем окно. 2 раза на Enter. Опять же, разверну на полный экран. Так, уберем пока что. Не будем, пускай лишний раз как раз мы отработаем еще раз дебаг, и я покажу, как вводить пользовательское значение через консоль. Так, для того, чтобы ввести пользовательское значение для некоторой переменной в терминал, нам, во-первых, понадобится еще один объект ostream, на этот раз это cin, и теперь другой оператор, вот такой вот, то есть наоборот, до этого мы пользовались стрелочками влево, знаете, можете на уровне примитивных таких вещей, да, чисто если воспринимать очень примитивно, может быть по-детски, но для начала это довольно удобно. Можете воспринимать это так, как будто стрелочки влево кладут в cout, то есть в терминал значение уже, которое мы указываем здесь, а тут получается наоборот, как будто cin заставит нас, пользователя, получить значение, то есть оно нас спровоцирует на то, что мы ввели некоторое значение и положит в переменную, то есть здесь мы уже указываем переменную. Это достаточно примитивное, конечно, такое описание, но я думаю, для начала вам будет это достаточно доступно и понятно. Смотрите, теперь, когда мы запустим, давайте я снова немножко сделаю меньше окно Visual Studio, потому что у нас сейчас опять откроется консоль, и давайте попробуем еще раз запустить именно в режиме отладки нашу программу, нажав на клавишу F5. Открывается опять же консоль, давайте ее выведем сюда.
И теперь сначала, понятно, у нас опять отработает строчка 5, в которой у нас просто объявляется переменная value и инициализируется значением 0. Мы один раз шагаем, нажимаем F10. Так, окно надо в визуалке выделить. Нажимаем F10, шагнули раз. И вот теперь, как только мы стоим на строке 6, и как только мы еще раз нажмем F10, то терминал будет ожидать пользовательского ввода. Смотрите, нажимаем еще раз F10, и теперь у нас есть возможность ввести значение в терминал. То есть введите любое целочисленное значение, например, ну пускай это будет... ну давайте как раз таки проверим наше выполнение условного выражения под if в круглых скобочках и введем значение 5 в качестве значения для переменной value. Вводим 5, нажимаем Enter. И теперь смотрите, мы, во-первых, можем еще раз убедиться в том, как работает окно мониторинга переменных, что здесь value теперь имеет значение 5, это первый момент. И второй момент, мы перешли уже на выполнение строки 8, и как только мы нажмем еще раз F10, она выполнится, и по идее, если все правильно, то есть у нас, можете даже, навести курсором мышки на переменную, немножечко задержать курсор, и вы увидите, опять же, даже здесь значение, что стало равно 5. И по идее, если все так, то есть условное выражение высчитается в истину, так как 5 равно 5, и отработает этот блок кода. Нажимаем еще раз F10. Видим, что все так, видим, что у нас теперь, так как мы вошли в локальную область видимости, вспоминаем про области видимости, мы теперь видим в мониторинге переменных вот эту переменную value 2, да, но пока в ней находится мусор, потому что мы не присвоили никакого значения. В C++ не инициализированные переменные могут иметь совершенно непредсказуемые значения, поэтому важно инициализировать переменные, нельзя оставлять просто как бы объявить и ничего не присвоить. Тогда вы получите, скорее всего, очень непредсказуемый, нежелательный результат при выполнении ваших программ. Так вот, шагаем еще разок, нажимаем на F10, видим, что, во-первых, значение переменной value 2 стало равно 20, так как мы ее инициализировали этим значением, и теперь мы должны увидеть вывод в консоль именно вот этого стрингового значения, строкового, который подтвердит, что наше значение value на этот раз было равно 5. Нажимаем еще раз. Видим, что вывелась в консоль еще у нас строка, вот это value is equal 5, то есть value равно 5. А при следующем нажатии мы уже пропустим наш блок else, потому что у нас выполнилось именно первый блок, который зависит от равенства value 5. Все, переходим к завершению выполнения программы. Программа возвращает 0. Говоря таким образом операционной системе, что все выполнилось корректно. И в принципе все. Смотрите, ребят, надеюсь, получился короткий такой видос, просто вводный, можно сказать, по дебагингу. Это было необходимо сделать, на мой взгляд, так как далее пойдут циклы и функции, и вам просто будет необходимо запускать периодический дебаггер, чтобы даже из позиции того, чтобы убедиться в том, что ваши мысли о выполнении программы, о том, как именно происходит ветвление или вызовы функции, это мы далее опять же будем разбирать, что это такое, функции, как они вызываются, чтобы вы могли получить явственное подтверждение того, что ваши мысли на этот счет правильны. Что ж, все, всем спасибо за просмотр, давайте до следующего урока. Я думаю, что в следующих уроках уже речь пойдет о циклах, и наш функционал немножечко расширится. Если вам понравилось это видео, то поставьте, пожалуйста, лайк и не забудьте подписаться на канал.